В конце прошлой недели в Саудовской Аравии завершился 32-й саммит Лиги арабских государств. Он войдет в историю как первое за 12 лет арабское совещание в Верхах, участие в котором принял президент Сирии Башар Асад. Напомним, что после начала гражданской войны в этой стране она была исключена из Лиги арабских государств. Однако в зависимости от ситуации на поле военных действий, арабские страны одна за другой начали восстанавливать отношения с диктаторским режимом Асада. При этом далеко не все были рады его возвращению. Например, саммит неожиданно и без объяснения причин покинул эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани. Не секрет, что Доха с самого начала сирийского кризиса в 2011 году была одним из самых ярких критиков властей в Дамаске, оказывая активную поддержку вооруженной оппозиции в Сирии. Это, видимо, продолжается и по сей день. Поддержал сирийский народ и бывший президент Туниса. Мунцеф Марзуки выступил против нормализации отношений с Башаром Асадом. Напряженность и без того недружественной обстановки усилилась выступлением сирийского диктатора, который заявил, что, цитата, «одной из самых больших опасностей в регионе является экспансионистский османский менталитет, смешанный с фальсифицирующим менталитетом братьев-мусульман». Однако на эту реплику последовал незамедлительный ответ заместителя спикера Национальной ассамблеи Кувейта Мухаммеда аль-Мутаира. Османский халифат был защитником ислама и мусульман на протяжении 6 веков. Те, кто проливает кровь, разрушает дома, грабит людей, не смогут сфальсифицировать безупречную историю Османской империи. В Госдепартаменте США заявили, что Сирии нельзя было давать право вернуться в Лигу арабских государств. Вашингтон не намерен устанавливать отношения с Асадом и планирует оставить в силе все санкции. Выход Асада из многолетней дипломатической изоляции замечен не только в арабском мире. Соседняя Турция, активно поддерживающая противников диктатора, сегодня встречается с представителями его режима на высоком уровне. Этот разворот арабских стран и Турции был воспринят простыми мусульманами с осуждением, поскольку масштабы преступлений Асада против мирного населения создают ситуацию непримиримости с диктаторским режимом. Об этом, кстати, не раз заявляли те, кто пошел на нормализацию отношений с Асадом. А ведь они даже официально заявляли о планах ликвидировать диктатора. Некоторые деньги я отдал в благотворительность, братьям мороженое иногда покупал. Я некоторые деньги отдала в благотворительность, так сказать, и есть мотивация больше зарабатывать. И хочу, чтобы закят мой делал не просто так. Я хочу, чтобы закят был от моего сердца. Хочу построить в каждом городе мечеть, в каждом поселке мечеть. И хочу помогать людям, детям, которые не могут сами себя обслуживать. И чтобы появились компании, и чтобы мир не рушился. Проект Muslim Future создан для того, чтобы изменить будущее мусульман, чтобы наши дети смогли сделать так, чтобы умма была драйвером экономики, меняла мир в лучшую сторону, чтобы к нам стремились другие люди из других конфессий, чтобы они видели в исламе передовое развитие, изменения в лучшую сторону, щедрость и дозволенность в их поступках. Финансовая грамотность для детей Muslim Future. Подробности в описании к этому видео.